Одолжить нельзя отказать. Друзья, в этом видео мы с вами поговорим о ложках. Почему нельзя никогда никому давать и как с помощью этой вещички вы можете привлечь достаток, изобилие и благополучие в свою жизнь. Обязательно досмотрите это видео до конца. Друзья, запомните раз и навсегда, что никогда и ни при каких обстоятельствах не одалживайте свои ложки соседям. Даже если у них и есть внезапные гости. Даже если они очень сильно вас просят. Никогда. Вы знаете, и это не жадность взыграла, а знания и опыт предостерегают от больших проблем. Но давайте все по порядку. Что из себя вообще представляет привычная нам ложка? Это столовый прибор, который по виду напоминает глубокую лопатку с закругленными концами. Мы держим ее в руках по много раз в день и не замечаем в этом предмете абсолютно ничего необычного. Друзья, а вот зря. Почему? Потому что ложка – это древнейший столовый прибор, и который гораздо старше тарелки и вилки. Первыми ложками у первобытных людей были раковины. Немного позже люди научились вырезать ложки из дерева, камня и кости. Из тех самых незапамятных времен и до наших дней ложка является символом достатка, богатства и благосостояния. Она перекочевала на наш стол из глубин веков, постоянно видоизменяясь. В Древнем Египте ложки из уже привычных материалов дерева, слоновой кости, камня покрывали затейливыми узорами и изображениями богов. Эпоха рассвета античных цивилизаций дала миру бронзовые и даже серебряные ложки для знати. Аскетичное средневековье предпочитало деревянные и медные ложки, но появились приборы из олова и латуни. А после пышного Ренессанса с его культом роскоши и изысканности были в ходу несуразно длинные ложки, потому что мода 17 века на объемные воротники не давала возможности модникам поднести ко рту ложку обычной длины. Позже пришел период невероятной популярности алюминиевых столовых приборов. И неудивительно, ведь в 18 веке этот металл стоил дороже золота. Ложки, ложки, ложки разных размеров, форм и назначения. Деревянные. Даже записаться в музыкальные инструменты успели, представляете? Но одно объединяет весь этот триумфальный ложечный парад. Ложка была и является одним из самых мощных оберегов на протяжении всех веков. Этому незатейливому, на первый взгляд, предмету всегда придавалось особое магическое значение. Было заведено, что каждая ложка в доме как бы олицетворяла определенного члена семьи. Поэтому ложка у каждого из домочадцев была личная, одному ему или ей принадлежащая. Доходило до того, что в семье и каждому умершему родственнику полагалась своя неприкосновенная ложка. Их доставали во время праздников, посвященных духам предков. Считалось, что ложка знает своего владельца, и она настроена на него, и только ему приносит благополучие, сытость и достаток. Поэтому пользоваться чужой вещью было строжайше запрещено. Часто ложки помечались знаком или узором, чтобы не возникала путаница. Впрочем, ложку главы семьи перепутать было невозможно. Она традиционно была самого большого размера. Но все равно, часто люди носили ложки с собой в специальных футлярах, за поясом, за голенищем сапога. В общем, кто как мог. Лишь бы не оставлять заветную ложечку без присмотра. Разумеется, ни о каком одалживании своей ложки и речи быть не могло. Тем более чужим людям. Считалось, что даже самые хорошие соседи, воспользовавшись вашей ложкой, могут, возвращая ее, передать через нее свои проблемы, неудачи и болезни. Как бы после этого ложку не мыли.
Кстати, существует поверье, что вымытую ложку нельзя вытирать. Она должна сама высохнуть. Сушилки в наших домах появились именно от того, что при натирании и вытирании тканью на этот столовый прибор можно было легко навести порчу. Вы знаете, существует даже много запретов, связанных с ложками. Например, нельзя стучать ложкой по столу. Это может привести к скорой ссоре и разладу в семье. А если дуть на пустую ложку, можно невзначай надуть себе болезнь. Есть и забавные приметы. Если на столе случайно оказалась лишняя ложка, то до конца обеда в дом обязательно придет гость. И, наверное, каждый из нас слышал о примете по поводу ложки, упавшей со стола на пол. Но редко кто знает, что эту примету можно обезвредить. Если вы не хотите в своем доме видеть нежелательного визитера, просто постучите этой ложкой по полу и скажите «сиди дома». Заметили, что ложек становится в вашем доме меньше? То в старину люди были уверены, что это мелкие пакости домового. В таком случае следовало привязать в ножке стула красивый яркий лоскуток, поставить под стулом угощение для маленького проказника и сказать трижды «Батюшка домовой, поиграй да отдай». Вскоре и ложки, и другие потерявшиеся вещи найдутся. Из всех обычаев, связанных с ложками, особенно интересна традиция парней из Уэльса. Там принято дарить избраннице ложку, собственноручно изготовленного из цельного куска дерева, знак особой симпатии. На рукояти ложки вырезалось столько колец, сколько молодой мужчина хотел бы в браке детей. Ну а если девушка принимала такой подарок, дело шло к свадьбе. А ложка бережно хранилась в такой семье, передаваясь из поколения в поколение. Во многих странах мира гадают по ложечке малыша. Если младенец впервые взял ложку правой рукой, то вырастет он сильным и счастливым. А на первый зубок ребенку принято дарить серебряную ложку для того, чтобы он вырос здоровым. А с помощью ложки и крестной вашего первенца можно узнать даже пол следующего ребенка в семье. Для этого на крестинок куму угощают кашей и после еды просят кинуть ложку за спину. Если ложечка легла выпуклой стороной вверх, то вторым ребенком пары будет дочка, а если наоборот, то сынишка. Конечно же, существуют и другие обряды с участием ложки. Если вы хотите узнать будущее, то в зимний день наберите в ложку немного воды и вынесите на мороз. Если вода замерзла бугорком, то знайте, что это к достатку и радости. А вот если с ямкой, то к нездоровью. А самый простой и действенный способ навсегда приворожить собственного мужа сразу после свадьбы – это спрятать ложку, которой он ел на свадьбе, будучи женихом еще, и дать ему к обеду на 3-й, 7-й, 9-й день после свадьбы и ровно через год. После этого ложечку заверните в ткань и спрячьте. Ваша семья проживет долгую жизнь в любви и согласии. Берегите любовь и ложечки, а это обереги вашего дома. Будьте благополучны и счастливы. С вами, как всегда, канал Эзотерика для тебя.